Большое путешествие вокруг Азии на автомобиле продолжается. Позади 149 дней и 5 стран от края до края. В этом выпуске вас ждут приключения в одной из самых малоизученных стран Юго-Восточной Азии – Лаосе. Столица Вьентьян, сплав по горной реке Вангвьенга, травма на водопаде, Новый год по-лаосски и даже попытаемся прорваться через горы во Вьетнам. Итак, смотрим! В предыдущей серии мы с вами провели целый месяц, пересекая Таиланд на своей машине от Малайзии до одной из самых северных границ. Настала пора двигаться дальше. Такой многообещающий тихий Лаос, увы, еще на границе начался с проблем. Так как туристов на своих машинах здесь мало, как заполняется правильно таможенный карнет-де-пассаж для иностранной машины, тоже толком никто не знает. И таможенники допустили ошибку. Они бы и так пропустили дальше, но я, наученный горьким опытом в избежании проблем на выезде и тем более в следующих странах, решил добиться от таможни специального письма с пояснением всей ситуации и указанием контактных данных офицеров на случай возникновения вопросов. Ну что, я сейчас нахожусь на границе с Лаосом, благодаря моему новому другу, кругосветчику Павлу из Польши, которого я встретил в Бангкоке. Мой маршрут сильно изменился, и я отправился вместо Камбоджи сегодня в Лаос, потому что с Лаосом как раз таки не должно было быть никаких проблем с документами въездными. Но вот ребята, таможенники, ошиблись в заполнении карнет-де-пассаж, и весь сегодняшний день я провел за заполнением документов и за написанием официального письма от начальника таможни для того, чтобы в будущем не было никаких проблем при выезде из этой страны. В специальном выпуске про Лаос я уже говорил о том, что он был для меня абсолютно неизвестной страной вплоть до самого первого дня. И когда я говорю «абсолютно», я именно это и имею в виду. Про Лаос я не знал ничего. И даже специально не стал читать накануне пересечения границы. Хорошо там живут или плохо, какой политический строй, какая там религия, какой язык, знают ли там они английский, и есть ли там международные банкоматы, какие достопримечательности, опасные или нет, есть ли вообще дороги или заправки, ну вот прям вообще ничего. Так мне было интересно прислушаться к этому ощущению неизвестности. Я въезжал в страну, как будто заходил в темную комнату без света, расставив по сторонам руки, прислушиваясь и аккуратно делая шаг за шажком. Скажу так. Лаос мне понравился сразу. Страна очень теплая и безобидная. Это вообще сложно объяснить по пунктам, но приятное ощущение от страны или от отдельного города ни с чем не спутать. Есть у меня такое развлечение – навешивать неочевидные ярлыки на вещи для того, чтобы лучше понимать самого себя. Например, размышляя о странах, задавать себе вопросы – мужского она пола или женского, хищник или травоядный, злая или добрая. Я знаю, это немного детский подход, но я просто рекомендую вам, попробуйте, задайте себе эти вопросы, и вы удивитесь, как, оказывается, все сразу становится на свои места. И как довольно абстрактные ощущения принимают вполне понятные очертания. Так вот, Лаос с первых же часов мне увиделся безобидным, наивным ребенком, и это ощущение не покидало меня до самого конца. А это уже вечер первого дня. Решил пройтись по рынку, собрать себе что-нибудь на ужин. Вообще, чем экзотичнее страна, тем непонятная еда, конечно же. Приходится принюхиваться, присматриваться и частенько бороться с отвращением. Редко что прямо так кажется таким аппетитным. В защиту Лаоса скажу, здесь в основном везде чистенько, и это слава богу. Потому что азиатская антисанитария оптимизма, не добавляет, конечно же, совсем. Добавляет только приключений. Вот еще одна из особенностей Азии. Порционные супчики везде разливают по пакетам.
Удобно и перевозить, и хранить. Много раз видел, как на скутерах в одной руке перевозят сразу обед на всю семью. Почему у нас еще не додумались, непонятно. Как и везде в Азии, много сортов риса на каждый случай жизни. Это не то, что у нас. И кашу рисовую, и плов, и суши, все из одного и того же делают риса. Или вот, например, балют. Это зародыш цыпленка в яйце. Пожалуй, единственное блюдо за все 16 месяцев в Азии, которое я так и не решился попробовать. Как-то не смог убедить себя в том, что хрустящие косточки такого вот нерожденного птенца – это хорошая идея. Хотя это деликатес. Что тут у нас еще? Тут крабики с лаймом, опарыши какие-то в специях, рыбка во фритюре, кровяная колбаса, ну и гриль. Очень много гриля. Вообще все, что в руку попадает, на огонь, и, считай, сразу уже получилось какое-то готовое блюдо. А вот закусочки из вяленого мяса. О том, как я их пробовал, кстати, я рассказывал в предыдущей серии про Лаос. А это источник бесконечных эскадрилей комаров. Такое вот личиночное царство обнаружил в раковине одного из туалетов на придорожной заправке. Что там кишило в унитазе рядом, у меня рука не повернулась снимать. Я вам честно скажу, хоть я это все и видел собственными глазами и перепробовал все на собственной шкуре, но даже для меня вот смотреть сейчас на все это через экран, это очень экзотично и необычно. Вот ночлежки, кстати, такие еще хотел вам показать. Антимоскитная сетка, внутри матрас с вентилятором и рядом скутер. Такая картинка вообще по всей стране. Как правило, так живут те, кто приезжает из деревень в большие города на заработки. Вообще, долгое пребывание в Азии оставило в моей душе неизгладимый след. У меня нет, да, и случаются вспышки в голове. Блин, вот я тут сейчас еду по таким ровным дорогам с упорядоченным движением, а прямо сейчас, где-то в другой части планеты, совершенно иная жизнь. Хаос, жара, мухи, какие-то чужие запахи, красный песок в сандалиях. И для меня это не какие-то виртуальные, когда-то прочитанные строки из романов. Это прям часть такой собственной жизни. Это утро такое с жарой под 40 в тени пальм, походы по рынкам в поисках съедобной привычной пищи. Ну что, сейчас закончился мой первый день в Лаосе, в столице Виньтьян. И это, конечно, очень необычное ощущение. Это город с милейшими, просто добродушнейшими людьми. Все улыбаются, и я за весь этот день не встретил ни одного полицейского, ни одного охранника. И вообще такое ощущение, что этот город покинуло правительство. Такое ощущение, как будто этим людям оно просто не нужно для того, чтобы хорошо жить. За годы путешествий мне довелось пожить в сотнях замечательных и самых разнообразных отелях во всех частях света. Но здесь, во Виньтьяне, мне удалось поселиться в гостиницу, которая каким-то особенным образом запала мне в душу и ненадолгое время стала моим вторым домом. Уж не знаю, в чем причина. В тамбуриновом домашнем джеме на завтрак или в маленьком холодном бассейне у входа. Так или иначе, если бы я составлял собственные рейтинги, эта гостиница отправилась на первое место. Она удивительным образом сочетает в себе домашность, стильность, миниатюрность, уровень сервиса и декор номеров. А еда здесь была выше всяких похвал. Не могу вспомнить еще одного такого места, где бы я ходил по рядам, разглядывая приготовленное и абсолютно не понимая, что это за блюдо и из чего оно. Но при этом все было бы невероятно аппетитно и на проверку вкусно. Не зря я отметил домашний джем на завтрак. В этом отеле я спасался от лаосской жары после коротких дневных пробежек по городу. Прятался в номере, чтобы посидеть в тишине с ноутбуком перед вечерними прогулками по остывающим улицам незнакомой страны. В один из таких тихих вечеров я заметил необычную суету в другом конце коридора. Там проходила какая-то фотосессия девушки в наряде невесты для глянцевого журнала. Там же я и познакомился с замечательным местным фэшн-фотографом, благодаря которому стали возможны множество тех прекрасных кадров, которые вы периодически наблюдаете в выпусках про Лаос. У нас нашлось множество общих интересов, так как он тоже много мотается по миру, только в поисках хороших кадров. У него, к слову, очень остроумный Инстаграм.
На всех фотографиях, неважно какой красоты места, серьезности мероприятия или уровня достопримечательности, он в маске коня. Оригинально, правда? В общем, очень душевное знакомство оказалось. Именно он посоветовал отправиться мне в Ван Квьенг, о котором я расскажу немного позже. А пока я вам покажу небольшое закулисье одной очень важной для меня истории. Неподалеку от Вьентьяна есть парк бетонных скульптур, парк Будды. Про него мне как-то рассказал один из подписчиков, написав письмо и рассказав историю своей семьи, связанной с Лаосом. Эта история легла в основу отдельного специального выпуска про Лаос, который получился невероятно теплым и не похожим ни на одну из серий про мои приключения вокруг Азии. Рекомендую вам обязательно найти ее и раствориться на 30 минут в атмосферном фильме про Лаос. А пока давайте я вам покажу это необычное место уже в формате влога со своими комментариями. Дорогой друг Дима, сегодня мы с Желтым в Лаосе, и я специально приехал в парк Будды для того, чтобы сделать фотографию такую памятную для твоей семьи. Вот там эта статуя, сейчас пойду внутрь. Я очень рефлексирующий человек по жизни. Был одним из тех детей, которые, знаете, идут немного позади отряда, отставая, и разглядывают все по сторонам, отвлекаясь, пока все стройно шагают парами впереди. Вот это любопытство и желание все осознать, пропустить через себя, конечно, очень энергозатратно. Сколько себя помню, всегда отвлекает и мешает сконцентрироваться на чем-то главном. Но я не виню себя за это. Стараюсь принимать таким, какой я есть. И если меня сделала таким природа, значит для чего-то это нужно. Возможно, мое ротозейство поможет кому-то более вовлеченному в жизнь. Ведь когда идешь по головам, строишь карьеру, идешь к цели, практически нет возможности оглянуться вокруг и переосмыслить вечное. Ты занят своим будущим. Так о чем я? Одни из безусловных тем фаворитов, к которым сходится очень много обсуждений или наблюдений, это извечное «для чего мы живем?». Что остается после меня? Есть ли что-то после смерти? Вопросы крайне простые и потому извечные. В парке бетонных скульптур есть все для того, чтобы погрузиться в эти мысли. Запечатленная в бетоне культура народа, который так же, как и все остальное человечество, неумолимо мчит вперед. Спутники, смартфоны, искусственный интеллект, дальше и дальше и дальше. Но, возвращаясь домой, кто-то перекрестится перед образом, а кто-то прочитает намаз. Это дает спокойствие. Но задумались ли мы, что мы строим небоскребы будущего на глиняных фундаментах наших предков, которые были менее образованы, чем мы, и менее эрудированы? Они не перемещались по планете, сравнивая разные миры, не учились в лучших университетах, получая важные знания. Они сеяли рис, радовались солнцу, боялись грозы, молились дождю. Эти свои страхи и чувства они облекли в бетонные скульптуры, которым мы все еще поклоняемся сейчас. Были ли они ближе к Богу? Что именно их прозрением мы должны сейчас поклоняться. В парке скульптур есть одно очень интересное сооружение, снаружи похожее на луковицу. Это еще одна интерпретация устройства мира с разными уровнями. Это, видимо, круги ада, потому что, забравшись в луковицу и обойдя ее вокруг, пройдя на второй этаж, потом можно было спуститься здесь в самый низ. И довольно жутко здесь находиться. Видео не передает это довольно жуткое ощущение от полумрака, пыли, узких крутых лестниц и настоящей паутины повсюду. После подземелья возвращаешься на второй уровень, и отсюда можно подняться выше. Это уровень Верховных Божеств, видимо. На этом уровне уже цветут лотосы. Воспевается Будда. Праздники. И только выбравшись наружу, на самую крышу мира, можно выдохнуть и получить удовольствие от открывающегося вида сверху. Безусловно, автор задумал это место как наивысшую точку просветления.
А это та самая статуя, где была сделана фотография, которая привела меня сюда. Именно вокруг нее и разворачиваются события специального выпуска из Лаоса, который уже у меня на канале. Я еще раз горячо его вам порекомендую к просмотру и будем двигаться дальше. Консульство России в Лаосе выглядит как укрепленная база. Я таких еще нигде не видел. Так обычно выглядят американские посольства. Во время длительных путешествий жизнь дома, естественно, не замирает ни на секунду. И мое отсутствие нужно компенсировать какими-то доверенностями или справками. Все это делается в наших консульствах, которые есть во всех странах мира. У них есть такая суперспособность – быть нотариусом и маленьким представительством твоей страны далеко от дома. Я уже побывал в наших консульствах во многих странах мира, и везде степень радушности и готовности оказать какую-то помощь очень разнится. Где-то не дозвонишься, не достучишься, и только по предварительной записи за пару недель, а где-то так, как, например, вот здесь, в Лаосе. Меня сразу приняли, выслушали и тем же днем все необходимое оформили. Вечером того же дня документы уже были на низком старте в ближайшем отделении DHL. Давно хотел посмотреть, как растут манго, и не ожидал, что я увижу это на территории российского консульства. Настало время покинуть столицу и продвинуться немного вглубь страны. Я отправился в Ван Квьенг. Тот самый город, который мне так рекомендовал мой новый знакомый, фотограф из отеля, ведущий остроумный Инстаграм. Это, наверное, какое-то одно из самых необычных ощущений за всю поездку. Я сейчас нахожусь в Лаосе, в деревушке в глубине страны, на границе с джунглями. Очень нетуристическое место. Чем еще заняться в деревне, если нет интернета или смартфона? У нас вон лет 30 назад во дворах были домино и картишки, а здесь вот петушиные бои. Необычно, правда? Ван Квьенг. Небольшой городок в глубине Лаоса. Население 25 тысяч человек, включая окружающие деревушки. Средняя температура в течение года редко опускается ниже 25 градусов. Город, в котором я впервые за все время пребывания в стране, наконец с удивлением встретил иностранцев. Причем в таком количестве, что это место вполне можно назвать курортом. Когда подошел к банкомату и снял миллион лаосских кип. Этот городок молодежь со всего мира облюбовала неспроста. Здесь потрясающая природа и очень разнообразный досуг. Помимо сдаваемых в аренду багги и скутеров, на которых здесь повсюду рассекает, есть еще и более экстремальные занятия. Зиплайн, трекинг по горам к фантастическим пещерам и сплав по длинной мелкой реке на байдарках. Даже так, на байдарках здесь сплавляются туристы, а те, кто поселился здесь на все лето или даже на пару сезонов, развлекаются сплавом на покрышках. Да-да, вы не ослышались. Приезжаешь в точку старта,
берешь большой баллон и медленно в течение почти 4 часов сплавляешься по реке среди экзотических побережий. Не раз был свидетелем таких сплавов под алкоголем или под какими-то более органическими веществами. Доехать до трекингового сбора к пещерам у меня не получилось, так как мостик на ту сторону реки не пускал машин такой высоты и такого веса, как желтый. А ехать туда туристам совсем не хотелось. Поэтому я отправился на сплав по реке, где я наконец распаковал свою САП-доску, которая уже давно томилась в багажнике желтого в ожидании подходящего момента. Доска хоть и твердая, но все же надувная, а река хоть и мелкая, но местами с выступающими из воды камнями. Поэтому был не иллюзорный риск пойти Титаником ко дну на каком-то из порогов. Но любопытство, авантюризм и скучание по доске затмили все разумные доводы, и я отправился вниз по реке. Я уже сплавлялся на бамбуковом плоте в Таиланде и на специальной лодке в Непале. Сплав на САП-доске — это отдельный кайф. В конце маршрута пришлось искать лодочников и договариваться с ними, чтобы они подняли меня вместе с доской вверх по реке, туда, где я оставил желтого. Этот сплав — одно из самых приятных воспоминаний о Ван Квьенге. На этом чудесном островке свободы я пробыл всего пару дней. Отелей там немного и все забиты, так как место это хоть и только набирает популярность, но прагматичные иностранцы все забронировали заранее. Пришлось поселиться в небольшом хостеле. Мне как-то сложно дается проживание в общих комнатах, хотя и такого опыта в Индии у меня было хоть отбавляй. Но здесь я решил шикануть и выкупил целый номер, благо цены позволяли. Огромный, пустой, аскетичный номер с 4 пустыми кроватями в моем распоряжении, а оказался не таким пустым после заселения. Там уже проживали и, видимо, давно. За несколько месяцев в Азии я уже практически привык, что в номерах и в спальне всегда кто-нибудь, кроме меня, находится. В этот раз вот такая ящерка. Походу, вот третий уже точно лишний. Еще ящерку я готов был стерпеть. А этих товарищей вряд ли. Пора было двигаться дальше. В тот момент я не понимал еще толком, удастся ли мне попасть во Вьетнам или я поеду дальше в Камбоджу, но в любом случае нужно было возвращаться в столицу, где я решил утрясти все бумажные дела, посмотреть оставшиеся основные достопримечательности и тронуться на юг. А пока... Вообще, когда много месяцев находишься вдали от дома, приходится приспосабливаться в бытовом плане к той местности, которая сейчас под колесами. Так, в парикмахерской во Вьентьяне началось одно из самых интересных моих наблюдений за всю историю путешествий. Я раз в месяц пересекал новую границу и каждый месяц стригся в новой стране. И это наблюдение стало возможным только благодаря такому вот глубокому погружению. Даже удивительно, как из простого процесса подстригания можно сделать далеко идущие выводы об укладе жизни целых народов. Без ложной скромности даже скажу, что это вас поразит. Заинтриговал, правда? Но я решил рассказать об этом подробнее в тех сериях, которые будут из Индии. Там, где я пришел к окончательным выводам. Что же, давайте я вам покажу немного туристических достопримечательностей Лаоса. А вот и главное, и, пожалуй, самое узнаваемое из них – триумфальная арка Патусай. Патусай
Так дословно, кстати, и переводится «Арка Победы». Построена относительно недавно, в 50-х годах нашего столетия, и посвящена всем солдатам, погибших в различных войнах за Лаос. Архитектурно она очень правильно расположена и представляет собой на самом деле аж целых 4 арки, обращенные на каждую из частей света. Арка со всех сторон окружена прудами и расположена в центре Вьентьяна. Хочу вам здесь признаться кое в чем. Я веду этот блог, рассказываю про экзотические страны, про свои путешествия. Страна меняется за страной, много интересного на пути. И жизнь кажется такой простой, яркой. Вы, наверное, смотрите и думаете про себя: ах, как же здорово. А у кого-то, возможно, липко так запеликает в голове. Ну вот, живет он, в ус не дует. Какая беззаботная жизнь. Но, конечно же, не все всегда так. В моей жизни и были раньше, и сейчас бывают очень сложные жизненные моменты. Очень. Связанные и с близкими, и с работой, да и все как у всех. Иногда утром просыпаешься, уже уставший. Так на тебя давит круг неразрешенных вопросов. Но стоит на секунду закрыть глаза и вспомнить любой момент из путешествия, и сила неведомой природы просто как парусами наполняет твое движение. Знаете, у меня в детстве было много кумиров. В основном книжных или киношных. И, конечно же, как и все мальчишки, обожал я Индиана Джонса. Надеюсь, вы теперь понимаете, почему мой блог, да и вообще путешествия, не про курорты и 5-звездочные отели. Так вот, когда я был в Лаосе, к тому моменту я еще не посещал Ангкор-Вата и не был в Перу, поэтому окружающее было уже верхом моих представлений об экзотических странах. Вот именно там, на территории Сисакет, я впервые словил одно интересное ощущение. Территория храма, на которой расположено 7000 скульптур Будды. Я почувствовал себя Индиана Джонсом. Понимаете? Чувствовать себя воплощением своей детской фантазии. Это очень мощное чувство, к воспоминанию о котором можно возвращаться снова и снова. Такие впечатления наделяют просто небывалой силой. Силой и верой в самого себя. После такого становится гораздо проще противостоять проблемам жизни и всем этим неприятностям, от которых еще никому не удавалось избегать. Вернуться немного в детство и побыть Индиана Джонсом. Это бесценно. Это когда днем 40-44 градуса. И только вечером можно выходить на улицу, чтобы жить. Я сейчас нахожусь у водопада с довольно сложно произносимым названием. Он находится, в общем-то, в глуши Лаоса. Около самого водопада стоит небольшая домушка. И живет семья, я так понял, бабушка, внучка и отец семейства. Значит, они занимаются тем, что они греют лапшу за копейки, сдают вот такие вот домики. Там видно. Это аналог наших таких гостевых домов
коттеджей, которые сдают в аренду. Здесь он у них стоит там 150 рублей, что ли, за сутки. Поразило то, что эта бабушка, она уже довольно преклонного возраста была, и она совершенно неграмотная. И когда я ее попросил сосчитать, сколько же это в итоге будет, на какую сумму я набрал там продуктов, она мне не смогла объяснить, она показывала долго на пальцах, а потом я ей дал калькулятор, и она не смогла на калькуляторе набрать эту сумму. Я понял, что она совершенно неграмотная. А чуть позже ее внучка, я заметил, что она сидит и заучивает листок. На листке были фразы: 1000 кип, 2000, 25 тысяч кип, водопад, спать, еда, поесть рис. Ну, то есть 25 таких самых употребимых фраз. Ну, по сути, внучка такая идет сейчас по стопам бабушки, не уча язык, а заучивая какие-то основные фразы для того, чтобы, ну, продолжать здесь жить в глухомане, обслуживая немногих туристов. Прыгание по скользким камням водопада не прошло бесследно. Я сильно ушиб себе сустав на ноге и сломал ноготь. Хорошо, что по Азии передвигаешься только в шлепках на босу ногу, и обувь не будет давить на травмированный палец. Хотя, с другой стороны, если бы я был хотя бы в кедах, такого со мной бы точно не случилось. В любом случае, один из плюсов путешествия на машине все-таки небольшая физическая нагрузка. И такие вот небольшие происшествия не становятся на пути продолжения маршрута. Наступил поворотный момент в моем путешествии по Лаосу. Поворотный в буквальном смысле. Дело в том, что я очень хотел попасть во Вьетнам. Преимущественно, чтобы увидеть Золотой мост в руках Бога. Он находится недалеко от города Дананг. Еще во Вьентьяне я специально посетил вьетнамское консульство и получил себе визу. Но я никак не мог понять, пустят ли туда с машиной или нет. Информация в интернете сильно разнилась, и других данных у меня просто не было. И я решил попробовать, выбрав, как мне показалось, самый захолустный погранпереход, вдали от крупных городов и столиц этих двух стран. Он расположен на самой вершине горной гряды между Лаосом и Вьетнамом, куда я и направился. Мой план найти границу потише, увы, не увенчался успехом. На вершине горной гряды меня ждал допотопный пост со стороны Лаоса и огромный из стекла и бетона пограничный пост Вьетнама. И мне пришлось развернуться. Чуть позже расскажу почему. Вчера получился очень бесполезный день. Я пытался проехать во Вьетнам. Специально выбрал труднодоступный погранпост. Для этого мне пришлось ехать 16 километров по горным серпантинам между фур. В Лаосе необычная традиция фиксировать места аварий. Они всегда обводят машины, скутеры, а здесь я вот встретил такое. Кто-то сбил, видать, козлика или коровку. Очень неприятная дорога, но в итоге меня выпустили из Лаоса, но не пустили во Вьетнам. Сказали, что у тебя виза есть, это хорошо, сам можешь проходить, а вот машины, к сожалению, мы не пустим. Поэтому я в ночи ехал с гор, назад возвращался, вернулся в Лаос. Буквально чуть не застрял между двух границ, потому что граница закрывалась чуть раньше. Это было прямо накануне Нового года, за несколько часов до
начала лаосского Нового года. Меня чудом пропустили, аннулировали штамп о выезде, не заполнили еще раз карнет. То есть теперь, по сути, у меня машина здесь находится нелегально. И спустившись с гор, я заночевал в палатке на крыше машины, потому что там сил уже не было ехать до ближайшего города, но это было довольно далеко. Когда я только въехал в страну, меня удивила сильно одна деталь. Вдоль дорог почти каждого населенного пункта стояли люди, которые продавали невероятно яркие одежды. Я удивился еще тогда, кто все это покупает, ведь на улицах не видно людей в таких безумных одеждах. И вот буквально несколько дней спустя я понял, в чем дело. Начался лаосский Новый год. В Лаосе очень забавная традиция справлять Новый год. Здесь все кучкуются командами, семейными, с друзьями, выбирают себе одинаковые одежды. Там одна группа в рубашках с пальмами, другая в желтых шортах. И вот такими кучками они собираются на улице, поют песни, громко очень слушают музыку и обливаются много водой. Они обливают водой проезжающие мимо машины, обливают друг друга. И обливание водой — это такое пожелание удачи. Вот. А давайте задумаемся, что может лежать за такой удивительной традицией, как обливание водой. Вода — это жизнь в таких жарких странах, и такое вот расточительное к ней отношение, поливание друзей и близких, по сути, это такое пожелание никогда не испытывать жажды, никогда не терпеть засухи. Подумайте об этом. Это так просто и так на поверхности, и такая маленькая деталь, а так много говорит об этой далекой стране. Здесь я, наверное, оставлю для вас эпизод без комментариев. Просто посмотрите, каким еще бывает Новый год. К слову, на улице дождь. Из-под навеса на людей тоже идет дождь. Вокруг сплошная вода. Люди счастливы. Вот и подошло к концу мое путешествие через Лаос. Не знаю, что меня ждет впереди, но одно я могу сказать точно. Лаос навсегда останется в моем сердце особняком среди череды всех посещенных стран. И в основном благодаря той атмосфере спокойствия, которой укутано буквально все вокруг. Движение на улицах, люди, темы разговоров, семейные ценности, любовь к детям – все подчинено какому-то единому стремлению прожить эту жизнь хоть и скромно, но достойно. Тем удивительнее было услышать от местных, что сейчас жить стало еще лучше. А это заявление, поверьте, дорогого стоит. Почти в каждой стране я задаю этот вопрос. Сейчас лучше, чем раньше? И почти всегда мне начинают жаловаться на кризисы, правительство, коррупцию, а в Лаосе нет. И когда я в интернете позже нагуглил про бурный экономический рост, мне стала понятна фраза, оброненная моим случайным собеседником в одной из пиццерий. Сейчас в Лаосе бум, все отрасли растут, все меняется как на дрожжах, жить становится лучше. С одной стороны, я очень рад за этот народ. Они точно заслужили еще лучшей жизни. С другой стороны, не станет ли эта уникальная атмосфера и душевное спокойствие разменной монетой в этой неумолимой гонке прогресса, где у всех стресс, депрессии, ипотеки, почти нет уютных семейных ужинов и мало времени для себя.
Я от всей души желаю, чтобы у них все сложилось хорошо. Вот сколько я путешествую, такое я вижу, конечно, первый раз. Я подъехал к границе, чтобы выехать из Лаоса в Камбоджу. Это последний шлагбаум на выезде из страны. Собственно, здесь нет ни пограничника, никого. И люди на скутерах просто подъезжают, пролазят под этим шлагбаумом и едут дальше в Камбоджу. То есть я, честно говоря, даже не знаю, что делать. А что будет дальше, мы с вами обязательно узнаем в следующей серии. Подпишись, чтобы не пропустить продолжение, и не забудь поставить лайк и колокольчик, если понравился выпуск. Благодарность автора не будет знать границ.